Как узбеки убивают китайский рынок. Друзья, смотрите, вот за это оборудование. То есть сейчас в данный момент у нас в Узбекистане, я пришел в такой цех, который из-за этого цеха какие-то заводы в Китае закрываются. Какие-то заводы просто банкротят из-за того, что именно работают вот эти узбеки, друзья. Чем эти узбеки занимаются, какой у них бизнес и как они действуют на китайский рынок, друзья. И вам сейчас полностью сделаю обзор. Поставьте лайк, подписывайтесь на канал, друзья. Друзья, короче, я сейчас пришел в цех. Мы находимся Ферганская долина, город Маргилан. Город Маргилан считается в Узбекистане самый, как бы сказать, рынком, мастерством, где люди такие мастера. Вот, например, если в Китае вышел какой-то новый кроссовок вида, вы приезжаете в Узбекистан, через 3 дня люкс копия этой кроссовки, это будет произведено в Узбекистане, друзья. Именно в Ферганской долине. В данный момент, смотрите, друзья, вот это все производится в Узбекистане, друзья. Обратите внимание, обычно там ранее это приходило с Китая, с Турции приезжали. Сейчас это все делается в Узбекистане. Смотрите, вот. Все эти материалы, все эти тапочки производят именно в Узбекистане, друзья. Также любые полики, друзья. Вот эти полики для автомобилей тоже делают в Узбекистане. Вот такие вот, как бы сказать, шубы, мини-шубы тоже делают в Узбекистане. Поэтому, друзья, именно вот эти ребята, именно они мешают китайскому рынку. Почему? Потому что мы какие-то запчасти мы привозили с Китая. В данный момент эти запчасти мы привозим сами. Нам уже не нужны. Почему? Вот, смотрите, в данный момент что они делают? В этом цеху с помощью этого станка несколько видов материалов утолщняется. Сейчас одна из видов, смотрите. Вот тут кожа. Кожа приклеивается, губка. Далее уже приклеится этот. Так, на узбекском это будет джун, на русском это будет мех. Вот, смотрите, друзья, что они делают. Сейчас вот этот вот станок, на этом станке вот тут клей находится, специальный клей, похожий на молоко. Вот эти вот материалы, вот тут барабан, большой барабан, нагревается, не знаю, это какой-то процесс, но она сейчас горячая. Сейчас вот они сейчас это все будет клеить вместе. Покажу. После того они с той стороны заматывают материал, заходят через этот, обходят этот барабан, и уже после горячего клейки выходит готовый материал. Сейчас они будут, это не будет, сейчас будем смотреть. Друзья, если вам видео, вы подписать на нашем канале новенький, пожалуйста, с вас лайк, подписка. Также, если я где-то говорю с ошибками, думаю, поддержите меня лайкой, подпиской и комментом. Напишите хотя бы просто «Айбек молодец». Для меня это будет радостно. Я узбек, и где-то я говорю с ошибками, где-то говорю неправильно. Так что с вас, пожалуйста, вот один вид материалов сюда вот устанавливается. Это вот, как бы сказать, основа получается. Его проводят через нижнюю часть. Вот тут специальные мастера. Сейчас его будут давать наклейку. Нижняя часть, как я вам сказал, клей. Так вот, видите, уже материал выходит с готовым клеем. Они подравнивают там толщину. Так, вот уже видите, оно уже с готовым клеем выходит. С готовым клеем подается в барабан. Так, тут они берут, уже видите, нифига себе материал. Вот, пожалуйста. Все, материал пошел, уже процесс клейки пошел. Она сама склеивает и уже в готовом виде с верхней части выходит. Офигенно красиво, да? Барабан примерно 4, не метр, 5 метров барм? 10 метров. Барабан? Барабан 5 метров. И вот видите, уже склеенным. Вот верхняя часть. Вот нижняя часть материала. Видите? Суммарно 10 метров. Барабан сам 5 метров. Мне сказали. То есть заходит и в течение 5 метров в горячем виде все это обклеится. Вот, друзья.
Это вот почему я вам говорю. Потому что у нас сейчас производят то, что, друзья, если вы посмотрите в России, то, что вы видите в Wildberries, все кепки, я еще раз повторяю, примерно 95% кепок, которые в Wildberries вы видите, производят в Узбекистане. Именно какая-то часть вот тут собирается, вот в этом цеху, друзья. Да-да, вы, которые покупаете там, у нас эти кепки примерно продают по оптовым ценам там $1, около $1-2, а вы покупаете его в Wildberries именно в России по $10-15. То, что производит у нас в Узбекистане, друзья. И вот так, вот видите, он Макарон собирает. Тут обязательно должно быть 2 мастера. Тут вот есть счетчик. Это счетчик, короче, это метраж. То есть измеряет, сколько метров у нас вот этого материала. Они работают на услугу. То есть в этом цеху дают услугу. Вот, друзья, вот смотрите, вот эти материалы, это уже готов продать. Вот, например, вот этот материал примерно больше 1 квадрата продают в узбекских суммах 43 тысячи сумов. Это примерно, так, примерно 30 центов, друзья. Ну, меньше, нет, 43 это... Короче, $3 bo'ladimi? Короче, $3 bo'ladimi? $1 12 тысяч, 43, значит, примерно $3,5, друзья. Извиняюсь, я ошибся. Смотрите. Нижняя часть кожа, в середине установлена губка, потом уже картон. То есть 3 слоя. 3 слоя продают по $3,5. На узбекских суммах 43 тысячи сумов. Сейчас в данный момент курс доллара 12 тысяч сумов, $1. Ну и посчитайте, мой калькулятор плохо работает, друзья, поэтому... Так, вот еще другие материалы, вот материалы. Вот эти материалы, иногда люди приносят один вид материала и говорят, мне нужно вот что-то к этому материалу было там губка была, или же, чтобы было там, как бы сказать, уже коричневый цвет, друзья. Уже идет коричневый цвет. То есть клейка, вот тут вот обрезали, вот. Обрезают, сразу скотчем покрывает. И, пожалуйста, у ауля продукт готов, друзья. Все высохло. То есть, я не знаю, как вот эту губку называют, мочалку. Вот материал с мочалкой. Тут вот коричневый цвет там еще. Следующая пошла. Так что, как вы думаете, китайский рынок? Да, мы узбеки, мы, возможно, не так быстро, как китайцы, производим. Но я вам говорю, сейчас вот эти все продукты у нас экспортируются в Россию, в Белоруссию. Какая-то часть до Украины, очень много экспорта у нас было до войны. После войны там экспорт намного уменьшился в каких-то части городов. Смотрите, в Россию, в СНГ идет, в Таджикистан, также какие-то части. Вы не поверите, друзья, вы не поверите, но те какие-то обуви, именно которые, где вы покупаете в Дубае, которые называют брендовыми, которые вы покупаете за $250, это производится в Узбекистане. Просто под бренд. У нас очень много заводов работают на рынке. Ранее, если вы знаете, какие-то большие бренды производили продукцию в Китае, вся продукция производилась в Китае, но бирка клеилась, там, например, произведено в Японии, в Италии. И все, нет, с Японией ошибся, извиняюсь, Япония сама производит, там качество лучше. Например, произведено в Италии, там, произведено в каком-то городе, это все производилось в Китае. Сейчас это производится в Узбекистане. Да-да, именно, которые у нас продают обувь по $43, Дубай его покупает по $250 за то, что там есть бренд. Друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мы ведем репортаж с Узбекистана, с небольшого цеха, который несколько узбеков зарабатывают деньги таким способом и делают деньги другим, помогают делать другим. Сейчас я вам покажу узбекскую улицу. Вот, друзья, тут у нас готовый тандыр. Прямо в тандыре, прямо на улице продают самсушку, друзья. Наши автомобили Chevrolet, которые мы почему-то очень любим автомобили Chevrolet, везде Chevrolet, видите, Chevrolet Cobalt,
Chevrolet Damas везде. Вот. Да, ЗИЛ у нас не Chevrolet, Союз. Пожалуйста, друзья. Так что подписывайтесь на канал, пишите комментарии, приезжайте в Узбекистан, попробуйте нашу самсушку и шашлык.